Всем привет! Разберем вот такой вот фантазийный узор, который может подойти для детских вещей, для, в принципе, кофточек. Ну, здесь очень много шишечек придется вывязывать. Так он выглядит с лицевой стороны. Это его изнаночная сторона. Схема. К нему указаны и лицевые, и изнаночные. Пустая клетка — это нет петли. В схеме идет 17 петель раппорта. Все обозначения есть. И в высоту раппорт 20 рядов. Приступим к узору. Первый ряд я провязала уже несколько рядов, чтобы не начинать с самого низа. Вы делаете, как вам будет удобно. Первую петлю снимаем, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 6 петель изнаночных, следующий вывязываем 7 петель из одной, правую петлю вдеваем, спицу петлю вдеваем, лицевая накид, лицевая накид, лицевая, 1, 2, 3, 4, 5, еще раз накид и лицевая, 6 изнаночных, 4, 5, 6, 2 вместе с наклоном вправо, накид и кромочная изнаночная. Следующий ряд вяжем по узору. Накиды идут изнаночными. Набранные 7 петель мы провязываем изнаночными. Так до конца ряда. Так, это был третий ряд, который мы вязали. Я не с первого начала, потому что провязала. Значит, это следующий уже ряд, идет пятый. Пятый ряд. Первую петлю снимаем, накид, 2 вместе с наклоном влево, 5 изнаночных петель, 2 вместе с наклоном вправо, 2 лицевых, накид, лицевая, накид, 2 лицевых и 2 вместе с наклоном влево, 5 изнаночных, накид, 2 вместе с наклоном влево, следующий ряд изнаночный вяжется, провязываем первые петли по узору, вот этот накид, он вяжется скрещенной петлей, и он уже в лицевом идет изнаночный. Значит, мы его провязываем за заднюю стенку лицевой петлей, изнаночная, и это тоже мы провязываем лицевой за заднюю стенку. Получается скрещенная петля. Следующие изнаночные, эти лицевые.
седьмой ряд, первую петлю снимаем, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 4 изнаночных, 2 вместе с наклоном вправо, 2 лицевых, накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, накид, 2 лицевых, 2 вместе с наклоном влево, 4 изнаночных, 2 вместе с наклоном вправо, накид, последняя петля кромочной изнаночной. Изнаночный ряд вяжем по узору до тех накидов. Так, не забываем провязывать скрещенной петлей. За заднюю стенку я подхватываю и провязываю лицевой. Получается скрещенная петля. И следующую тоже подхватываю за заднюю стенку. И следующие по узору. Так, лицевой ряд 9. Первую петлю снимаем кромочную, накид, 2 вместе с наклоном влево, 3 изнаночных, 2 вместе с наклоном вправо, 2 лицевых, накид, 2 изнаночных, лицевая, 2 изнаночных, накид, 2 лицевых, 2 вместе с наклоном влево, 3 изнаночных, накид, 2 вместе с наклоном влево, последняя кромочная изнаночной петлей. Вот. Формируется узор. Следующий ряд изнаночный вяжем по узору. Этот накид мы провязываем скрещенный за заднюю стенку лицевой петлей. Запуталась. И этот тоже провязываем за заднюю стенку лицевой петлей скрещенной. Так, до конца ряда. 11 ряд. Две вместе с наклоном вправо, накид, 2 изнаночных, 2 вместе с наклоном вправо, следующие 2 вместе с наклоном вправо. Там 2 петли пустые, вернее 2 клеточки пустые, нет петли, 3 изнаночных, лицевая, 3 изнаночных, 2 вместе с наклоном влево и еще раз 2 вместе с наклоном влево, 2 изнаночных, 2 вместе с наклоном вправо, накид, кромочная, изнаночный. Изнаночный ряд вяжем по узору. Тринадцатый ряд. Первую петлю снимаем, накид, 2 вместе с наклоном влево,
2 изнаночных, 2 вместе с наклоном вправо, 3 изнаночных, лицевая, 3 изнаночных, 2 вместе с наклоном влево, 2 изнаночных, накид, 2 вместе с наклоном влево, кромочная, изнаночная. Вот получились такие уже листики. Следующий ряд изнаночный по узору. Так, довязали 15 ряд. Первую петлю снимаем, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 изнаночных, ой, извиняюсь, все уже изнаночные идут у нас до шишечки, это 6 петель, и вывязываем шишечку. В общем, я вывязываю 5 петель из одной, и потом их провязываю, уменьшаю, и делается шишечка таким образом. Вот. Я пробовала 7 некрасиво, они очень большие, смотрятся не очень. 5 это как бы самое нормальное, 3 будет очень мало, поэтому вяжем 5. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. 5 петель провязали. Затем я разворачиваю вязание и провязываю, каждую петлю провязываю. Здесь нет кромочных, поэтому первую петлю мы провязываем изнаночной, следующую петлю изнаночной. Все петли провязываются, первая, последняя обязательно. Затем опять разворачиваю и начинаю уменьшать. 2 петли убираю, 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе, разворачиваю. Следующий опять ряд я провязываю все петли, разворачиваю и закрываю, делаю из 3 одну переношу на правую спицу петлю, провязываю 2 вместе лицевой и перекидываю снятую петлю через провязанную. Получается, формируется такая шишечка. Следующие 6 петель изнаночных, так. 2 петли вместе с наклоном вправо, накид и кромочная, изнаночная. Первая шишечка готова. Так, изнаночный ряд по узору. Так, провязываю изнаночную эту петлю. Следующий 17 ряд. Первую петлю снимаем, затем накид, 2 вместе с наклоном влево. Здесь 5 петель, 3, 4, 5, а из 6 вывязываем шишечку. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Затем разворачиваем и провязываем каждую петлю, все, что есть. Так, опять перекидываем.
2 вместе, лицевая и 2 вместе. Опять разворачиваем, провязываем каждую петлю. И 3 вместе. Первую снимаем, провязываем 2 вместе лицевой и продеваем через снятую. Получается шишечка еще одна. Это петля изнаночная. И следующую вывязываем шишечку. Первая лицевая, накид, лицевая, накид и лицевая. И опять идет узор, конечно, красивый, но шишечки забирают много пряжи. Так, еще. Следующий узор. И 3 вместе. 2 провязываем, продеваем через провязанные петли. 5 петель изнаночных. Немножко подтягивайте, чтобы оно не телепалось сильно, ниточку. Так, накид, 2 вместе и кромочная изнаночная. Следующий ряд изнаночный. Провязываем. И так, следующий ряд у нас 19. Первую петлю снимаем, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 6 петель изнаночных, из петли вывязываем 5 петель для шишечки, 4, 5 и вывязываем. Все изнаночные идут петли. Так. Сама говорю, все вывязывайте, а сама одну пропустила петлю. Заметила. Так, и закрываем петли, 2 вместе и протягиваем через снятую. Все, изнаночные 6 петель. Две вместе, накид и кромочный, изнаночный. Вот такой вот узор. Вяжите, пробуйте, задавайте вопросы в комментариях, если не ясно. Всем пока. Спасибо за внимание.